Всем привет! Сегодня поговорим об анимации лентопротяжки. Перед анимацией лентопротяжки я должен замоделить лентопротяжку. То есть вот эти вот элементы. Головка воспроизведения и записи треугольной формы. Захотелось такого жесткого стиля, а так просто боксы и чамферы. Везде боксы и чамферы. Это прототип, здесь важна только простота и смысл. Так, она не двигается. Вот эти шпильки пододвигают ленту к головке. Есть простые плашки черного цвета, изображающие полозья в корпусе для движения шпилек. Головка стирания посложнее. Тут есть подножка со шкифом, чтобы головка вращалась вокруг оси этого шкифа. Его форма скопирована с формы этих шпилек. Овал движка – вот эта штучка. Здесь такой вот желобок в виде шамфера внутрь, для разнообразия и характерного отличия. Этот двухцветный покрас только для того, чтобы вращение было заметно. И там есть кольцо. Вот эти полигончики. Это такое кольцо, также чтобы имитировать, будто бы это отверстие в корпусе. А вот этот ролик достаточно интересный, потому что он как бы резиновый. Такая резиновая у него оболочка. Он нанизан на металлический шкив, у которого есть специальная вот такая шляпка. Только для того, чтобы это вращение было видно. Надпись служит той же цели. Также здесь есть такая плавненькая форма, чтобы он тоже смотрелся немного изящнее. Моделинг все. Идем дальше. При включении загорается лампа, а еще чуть дергаются катушки. Это просто эффект, чтобы было заметно, как он включился. Все эти и другие анимации работают благодаря Timelines. Далее я включу воспроизведение и попрошу заметить, как катушки начнут вращаться плавно, хотя быстро. Движение лентопротяжки также присутствует. Далее я нажму «Стоп», и опять же катушки плавно остановятся. Теперь перемотка. Плавное нарастание скорости – это тоже результат работы Timeline. Остановка перемотки. Прошу заметить, будет медленнее, чем остановка Play. Перемотку остановить труднее. Теперь я включу play. И сразу хочу нажать кнопку перемотки. Тогда магнитофон выполнит это через стоп. Затормозит, сделает паузу, запустит перемотку. Также и наоборот, из перемотки в play через стоп. Как это устроено? Вот весь блок с устройством таймлайнов. Начнем с первой. Что из себя представляет нода Timeline? Это умная обертка на функции tick плюс интерполятор кривой автоматической деактивации. Это плеер. Делаю плеер при помощи плеера. Неожиданно. Если в нее зайти, мы увидим трек анимации с ключами. Их можно создать несколько. Они будут как-то называться. У ноды появятся соответствующие выходы. Управляющие выходы будут запускать play, stop и реверс. Play в обратную сторону. Причем есть play со старта и реверс с конца. И они это и делают. Потому что просто play и реверс будет продолжать с того места, где их остановишь. Это удобно. Также можно в любой момент установить текущее время при помощи set new time и new time. На выходе два коннектора. Апдейт будет работать каждый тик и каждый фрейм. Это основной выход, на котором будет использоваться анимация. Finished выполняется только когда таймлайн достиг конца или начала при реверсе. Но он не будет выполняться, если вы вызовете стоп. Это важно. Это важный выход, который помогает добиться от анимации четкости, даже если игра тормозит. Еще важно, что таймлайн после окончания работы автоматически деактивируется. Давайте на примере разберем. Вот самый первый ивент, когда я запускаю воспроизведение. Что я хочу анимировать? Здесь имеются в виду катушки. Я хочу, чтобы ее скорость увеличилась с 0 до требуемой. Это я и сделаю. Трек анимации, он имеет характерную кривую, но он нормализированный. Значит, выдает число от 0 до единицы. Вот я возьму этот профиль и умножу на существующую переменную Playing Tape Speed. Это скорость ленты. Так я получу плавный рост скорости при анимации. Теперь я создам новую переменную для анимации. Playing Tape Speed Anim. Да, теперь необходимо разделить переменные на две группы. Одни будут параметрами, чем они и были, а другие будут непосредственно анимироваться и использоваться в качестве текущих параметров в реальном времени. Их суффикс будет anim.
Теперь finish-выход обеспечит точную установку анимированной переменной, равной параметру в конце анимации. Это позволит исключить такую проблему, смотрите. Когда идет время и рендер рисует кадры, он делает это с разной скоростью, не как на видео. А значит, последний кадр не будет равняться точке в конце кривой почти никогда. Если FPS быстрый, возможно, вы этого не заметите. Но если скорость в конце анимации выставится немного меньше номинальной, это плохо даже для данного случая. Скорость воспроизведения будет неточной. Поэтому важно использовать выход finish. Он выставит значение в самое конечное на таймлайне. Ивент подключен к Play from Start. Все, параметр будет анимирован, как только мы запустим этот ивент. Теперь необходимо переделать Playing Process так, чтобы он использовал анимированный параметр скорости. И надо вовремя вызвать анимацию. Итак, у нас есть режимы работы, вот они. Последний раз это было немного проще. Да, тогда надо было просто переключить булевые ключи, чтобы со следующего тика выполнялось что-то другое. Теперь же добавлено. Во-первых, условия. Сначала не нужно реагировать на кнопку, если уже включен play. Потом следует выбрать стратегию. Если действует режим перемотки, то сначала выполним стоп, подождем, только потом, как и в режиме стоп, переключим флаги процессов. Во-вторых, добавлен запуск анимаций. Со следующего тика будет действовать анимация раскручивания и лентопротяжки. О ней немного позже. Апдейт необходим здесь в редких случаях, не суть. А что переменная? В следующем тике у нас проверки флагов, режимов, начнется выполняться процесс воспроизведения. Что идет дальше, не так важно. Тут дебаг флип-флоп, контроллер перемотки, автостоп и прочее. Важно вот что. В процессе воспроизведения крутятся 4 компонента. Это 2 катушки, так было раньше, но теперь и резиновый ролик, и вал двигателя, которые в реальности равномерно тянут ленту вперед. У всех есть функции расчета их индивидуальной скорости вращения. Например, getShaftRate per minutes берет анимированную переменную playingTapeSpeedAnim и считает свой рейт по радиусу. Также TapeRoller считает рейт, исходя из своего радиуса. А также обе катушки используют эту переменную, чтобы посчитать каждый свой уникальный во времени рейт. Функция getPlayingRate per minutes в видео номер 1 я рассказывал о ней. Теперь здесь переменная anim. Точно так же, когда вы нажимаете стоп, запускается анимация. Здесь выбор, как останавливать перемотку и как останавливать play. Play останавливает запуском анимации и все. Так как симуляция должна продолжаться, пока мы останавливаемся, стоп сам не может выключить флаг процесса воспроизведения. Анимация устроена так же, у нее просто другой профиль кривой. Это причина, почему они разделены. Буквально художественная. Я хочу разный характер. Теперь анимация замедляет движение, а в конце, когда обнулит все переменные, выключит процесс для следующего тика. Только после анимации выключается playing процесс. Это важно. Дальше тут сеттеры для стабильности состояния системы. Сейчас не станем на это отвлекаться. Перемотка то же самое. Это раскрутка. Rev Beginner – это торможение. Rev Breaker. Здесь разница только в том, что мы используем другую переменную. Real Rewind Rate Anim. Эти сеты поясню позже. Есть свои профили в таймлайне для начала и остановки перемотки. Все аналогично воспроизведению. Как это включается? Нажимаем на перемотку, тут то же самое. Все те же условия. 2 стратегии, такие же, как в Play. Или через стоп, или сразу флаги режимов. Запуск анимации. Разница только в том, что скорость перемотки может быть разной. Здесь условие на малое количество ленты. Сейчас покажу. Когда лента заканчивается, он должен снизить скорость, чтобы не порвать ленту. Вот для этого уже здесь при нажатии проверка на количество ленты. Если ленты много, он включит слежение за количеством ленты. Называется Allow Rewind Rate Downer. И устанавливает большую скорость, если ленты много. В противном случае сниженную. И запрещает слежение. Дальше в процессе перемотки Rewinding Process заменена фиксированная переменная Real Rewind Rate на анимированную Real Rewind Rate Anim. То есть та же идея. Процесс работает как обычно, а переменные анимируются таймлайнами. Вот и все. Ключ Allow Rewind Rate Downer позволяет перемотке запустить еще одну анимацию, для того, чтобы снизить скорость в процессе перемотки.
Здесь он постоянно проверяет количество ленты и, если что, включает анимацию снижения скорости. Через do-once запускает rev rate down anim event. Ее профиль выглядит так, и суть ее работы точно такая же. Но обратите внимание, последний ключ установлен не в 0, а в 0.3, чтобы снизить до нужного предела. А референс у нее – это настроечный параметр real rewind rate. Это как здесь при запуске перемотки rewind mode, также множитель 0.3. Есть мелочи, касаемые точной отработки в редких случаях. Например, этот event stopper нужен, если вы нажмете стоп в момент, когда происходит снижение скорости. Ее нужно прекратить по нажатию кнопки стоп, потому как будет запущен другой останов вращений – rev breaker anim event. Или здесь же сеттеры определяют, какую скорость замедлять, высокую или сниженную, смотря когда вы нажмете стоп. Shake. Этот прикольный эффект срабатывает в двух случаях. В начале работы и когда срабатывает автостоп. Опять же, автостоп может быть в двух направлениях – при play и при перемотке. Такой эффект, будто лента подтягивается, и когда двигатель выключится, она отпружинивает назад, чуть двигая катушки. Таймлайн. Опять же свой профиль движения. Кривая имеет такой момент равномерного натяжения и быстрого спада. И ключ реверс определяет направление вращения знаком. И изменение переменных. Обратите внимание, эта анимация влияет на катушку напрямую. Она берет их значения и использует временные переменные end-temp, чтобы влиять на них кривой из таймлайна. Заметьте, что на финише темп переменные возвращают значение, как было в начале. То есть эта анимация не влияет на текущую позицию ленты в итоге. Процесс также не в курсе, что ему кто-то что-то анимирует, просто отрабатывает по переменным. Есть маленькая проблема. Алгоритм коррекции ленты устанавливает катушки в нужное положение на основе. И в конце появляется неприятный скачок. Анимация и коррекция конфликтуют. Весьма неприятно, когда ты позаботился о плавности движений. Оставлять так нельзя, но я не стану останавливаться на разрешении этой проблемы, так как я обещал найти аналитическое решение о намотке ленты целиком. Там коррекция будет не нужна. В конце серии этих видео я покажу это решение, потому как я его уже нашел. Для меня удивительно, но я 2 вечера потратил на то, чтобы собрать финальный дизайн лентопротяжки. Вот этого всего блока. Проблема была в том, что не складывался красивый вид и логика. Например, вал двигателя не может быть с края корпуса, потому что на нем расположен массивный диск, чтобы вращение было инертным, обеспечивая равномерность хода ленты. Также хотел сохранить симметричность механизма в целом, а также держать катушки близко друг к другу, потому как все это нахожу красивым. Так я перебирал варианты и такие, и такие, и даже такие, асимметричные. Но в результате пошел на компромисс и собрал то, что есть сейчас. Итак, имеем головку чтения записи. 2 пина возле должны надежно подтягивать к ней ленту на воспроизведении, а также слегка удерживать рядом при перемотке, чтобы читать символы индексов записей. Черная головка для стирания данных должна выдвигаться только в режиме записи. Вал двигателя и резиновый ролик. Резиновый ролик должен прижимать ленту к валу на воспроизведении, но на перемотке оба не должны касаться ленты. Это цели. Да, теперь я разделю повествование на 2 составляющие. Первое. Мы анимируем движущиеся части при помощи timelines. Вторая. Лента вытягивается и изгибается, подчиняясь движущимся частям. В идеале надо бы, чтобы лента верно реагировала на относительно любую анимацию. Это мы называем риг-системой. Так последовательно будем разбирать таймлайн и риг ленты. Надо сказать, что подобные механизмы логично делать при помощи Skeletal Mesh и анимировать кости. Однако я собираю прототип, который хочу сочинять и контролировать здесь и сейчас. Поэтому использую компоненты пустышки вместо костей. По завершению прототипирования финал следует переделать под пайплайн проекта, где он будет использоваться. Но сегодня не об этом. Поэтому описывать blueprint я буду принципиально, а не по каждой ноде, так как практически пользы эти подробности не имеют.
Это лишь вариант реализации конкретного случая, а суть структуры подхода. Делаю такой таймлайн. Эта кривая будет применена ко всему механизму ленты протяжки. Играться будет в обе стороны. У нее плавный разгон и четкий стопор в конце. Это на запуск. На останов получается резкий срыв и торможение в конце. Будет такой характер. Tape Drive Mechanism Mover Event будет запускать ее. Где будем запускать? Конечно, при запуске воспроизведения при остановке, а также при срабатывании автостоп. Ключом Stopping буду управлять направлением воспроизведения таймлайн. На запуск Play from Start, на останов Reverse from End. На update последовательно будут все движущиеся части при помощи нот Set Relative Location, Set Relative Rotation, тем или иным образом. А теперь по порядку. Для анимации пинов необходимо их просто двигать вперед-назад. Добавлю Set Relative Location на static мешку Tape Pins. Создаем переменную Pins Play Location of Set. Там буду управлять смещением. Подключаем изменение Location вектора через ноду lerp при помощи значений трека. Теперь рассмотрим Parent-Child зависимости компонентов для этих пинов, как у костей. От корневой компоненты блюпринта имеется следующая структура. Default Scene Root, далее Mechanism Pivot, далее Tape Pins Pivot и после Static Mesh Tape Pins. Да, это прототип костей. Поэтому анимировать пины можно удобным образом, используя всего одну переменную для смещения. И тут мы строим вектор со смещением по нужной оси X относительно родительской кости. Компоненты Tape Pins Pivot. Я подключу здесь только пины, остальное по мере прохождения. Работает. Теперь риг ленты от этих пинов. Хочу обратить внимание, что сплайн-лента состоит теперь из большего количества сегментов. Добавлен узел на стирающей головке. Еще узлы в области вала и ролика. Плюс дополнительные узлы для огибания последних двух шпилек. Здесь риг ленты управляется функцией Update Tape Spline. О ней мы говорили. Запускается в Update. Внутри я добавляю блок Play Reg Head Pins. Здесь мы делаем стандартные расчеты трансформов каждой кости. Можете поизучать это самостоятельно. Но я хочу лишь отметить, что мешка Tape Pins имеет еще сокеты. Это точки касания с лентой. Это еще кости в структуре. Здесь в итоге мы собираем локейшн вектора этих точек контакта, которые будут двигаться от таймлайн. Их мы отправим на две точки. Но сегмент Mesh сплайна – это отдельные компоненты. Поэтому каждую точку придется ставить по два раза. Конец третьего сегмента и начало четвертого. Конец пятого сегмента и начало шестого. Что делает этот блок, расскажу позже. А тангенсы настроены вручную. Здесь так проще. Решил их не менять ввиду простоты движения. Анимации вала двигателя и резинового ролика. Для начала их надо заставить крутиться, поэтому я сделаю две переменные NTR, NSH. По аналогии катушек, чтобы все работало на существующей системе. Есть переменные NTR, NSH, симулирующие обороты или, если позволить так сказать, их пробег. Есть Event Update, в котором функция Update Rotation визуализирует вращение. Точно так же, как для катушек с их переменными NL, NR. Теперь вычислим скорости вращения для вала и ролика из их радиусов. Запишем в переменные Tape Roller Rate Current, Shaft Rate Current. Тут стоит отметить, что в системе введено еще одно понятие переменных с суффиксом current. Это переменные текущих скоростей для каждого вращающегося элемента. Нужны для эффекта Motion Blur. Это не анимируемые таймлайнами напрямую переменные. Те под суффиксом anim. Это переменные косвенно анимируемые и хранят текущую скорость вращения. Она может меняться от разных причин. Анимация остановки, запуск перемотки, воспроизведение, автоторможение, скорость перемотки, да чего угодно. Это кэш. Ранее я пропустил, но оба таймлайна, Playbreaker и Railbreaker, например, заканчиваются не только переключением стейта, но и длинной цепочки сеттеров всех current переменных, выставляя их в финальные значения. Далее апдейт визуала, и после сброса анимируемые переменные в исходные значения из сетап переменной.
Конкретно вал и ролик при симуляции воспроизведения должны вращаться равномерно, и каждый с определенной своим радиусом скоростью. И, конечно, зависит от скорости движения ленты, анимированной скорости. Помните таймлайны анимации запуска и остановки воспроизведения? Переменная playing tape speed и nim. Так мы просчитаем текущий tape roller rate current, shaft rate current и пробег ролика и вала в NTR, NSH переменных. Дальше апдейт вращений, чтобы нарисовать это. Ролик должен прижимать ленту к валу, чтобы тянуть ее с постоянной скоростью. Это в жизни. А у нас тут просто анимация движения static мешки tape roller. Задаем переменную tape roller play location offset для управления смещением ролика. Добавляем к таймлайну лентопротяжки set relative location на static мешку tape roller. Подключаем изменение location вектора через ноду lerp при помощи значений трека. Здесь также прототип костей. Есть parent-child зависимости компонентов. Имеется следующая структура. Default scene root, далее механизм pivot, далее tape roller pivot и после static mesh tape roller. И тут мы строим вектор со смещением по оси X относительно родительской кости. Компоненты tape roller pivot. Подключу это все. Работает. Rig ленты для ролика и вала. В функции update tape spline добавлю блок tape roll. Здесь также делаем стандартные расчеты трансформаций каждой как бы кости. Здесь в итоге мы собираем location вектор точки контакта ролика и ленты, которые будут двигаться по таймлайну. Их мы отправим на точку контакта. Одна точка, два spline mesh сегмента. Поэтому два раза. Конец 6-го сегмента и начало 7-го. Еще. Лента изгибается только, когда ее коснулся ролик. Тут я сделаю кое-какой трюк. У нас два случая. Либо она натянута, тогда я делаю интерполяцию от крайних точек для точки касания. Нашел альфу методом тыка. Либо касается. Беру точку контакта с ролика. И смешиваем их. Тут мы берем то смещение, которое достигает касания ленты. Делаем небольшой промежуток от 0,15 до 0,1. Это и будет диапазон перехода от одного случая к другому. Я не сделал резкое разделение, чтобы не было щелчка. Получилось как прилипание. Такое тоже бывает. Теперь вернемся к блоку, что пропустил ранее в риге тех двух пинов. Вот эта точка касания также может не касаться пина. Тогда она интерполируется от крайних точек. Или же берется точка касания и включается на диапазоне, когда пин проходит близко. Получается такой интерактив. Еще хочу отметить, что риг точки касания ролика выполняется после рига касания пина, потому что первая зависит от второй. Тангенсы тоже трогать не стал. Анимация головки стирания. Режим записи вводит небольшую разницу в визуале. Красим лампочку в красный цвет и анимируем головку стирания. Переменный рекординг будет определяющим ключом в логике. По нажатию клавиши мы просто меняем ключ и запускаем lamp to glee. А это еще один таймлайн, который интерполирует цвет лампочки. Хочу отметить маленькое различие. Тут мы можем в любой момент нажать кнопку. Анимация работает не от края, а от места, где находится. Входы play и reverse. Так лампа точно реагирует на быстрые нажатия. Что делает головка стирания? Она просто поворачивается между двух положений. Сделаю две переменные для двух положений поворота. Erase head stop, rotation offset. Erase head playing, rotation offset. Создаю интерполятор ротатора, подключаю его к треку анимации. Вращаю static mesh tape erase head нодой set relative rotation. Однако здесь делаем бранч, который разрешен только если включен рекординг. Вот и она теперь поворачивается. Rig точки касания стирающей головки. В функции update tape spline добавлю блок erase head. Тут также два варианта. Интерполяция между двух соседних точек, либо взята трансформация точки касания, учитывая все кости в кавычках. На меше головки также использовал сокет как дополнительную кость. Здесь для смешивания используется ротация оси вращения, естественно. И сделаны переменные для определения диапазона перехода, для удобства настройки. Устанавливаем тоже только позиции без тангенсов.
конец второго сегмента и начало третьего. На этом все с лентопротяжкой. На этот раз у меня есть маленький бонус. Я приложу билд этой игрушки. Сможете запустить и поиграться. Спасибо за внимание.